ATK никогда не славились хорошими магнитными клавиатурами. Их мышки вполне можно назвать достойной покупкой, если, конечно, вас не заботит этическая сторона, и вам не важно, что ATK клепают клоны других мышек. С клавиатурами же все не то чтобы неоднозначно, скорее все плохо. И в этот раз без проблем тоже не обошлось. Но давайте начнем немного издалека. Первые магнитные клавиатуры ATK были сделаны компанией Gtech. Это ATK 7568. Аналогом в этом случае будут старые клавиатуры Drangdir. Это те самые клавиатуры, часть из которых шла на Reishi свечах, с боковым расположением магнита, которые вы, в свою очередь, не могли ни на что поменять, поскольку подобных аналогов просто не было. Также они страдали от гостинга, очевидно были медленными и имели кучу багов. Но для своего времени, можно сказать, они были не такими и плохими. Главная же проблема была в другом. Эти клавиатуры имели свойство умирать, и вы ничего не могли с этим поделать. Вопрос, конечно, к Gtech, как так получилось, ибо DD тоже страдали от подобных проблем. Дальше же была RS7 обычная, которую многие ждали, поскольку считалось, что она будет построена на базе печатной платы от Рака. Но что-то пошло не так, и люди получили крайне сомнительный продукт. К тому же у клавиатуры были огромные проблемы с контролем качества и очень сырая прошивка. И у этой клавиатуры, по сути за год, не было ни одного обновления. Позже вышла ATK 68V2, по всей видимости с фабрики Arbitra. Эта клавиатура уже на момент своего выхода была устаревшей и не взыскала особой популярности, даже в Китае, и не продержалась в продаже и полугода. После была H60 Extreme и Pro, на основе решения от Sparklink, опять с проблемной прошивкой, что достаточно странно, ибо остальные клавиатуры от Sparklink не имели подобных проблем, и через пару месяцев их тоже сняли с производства. Они также не получают никакие обновления, но вы еще можете найти многие из этих клавиатур на их официальном сайте, но в Китае их уже давно не продают, и благодаря этим клавиатурам ATK заслужили крайне плохую репутацию, поскольку эти клавиатуры были классическим китайским слопом. Вы покупали одну из них, и через пару месяцев она была уже никому не нужна. Хотя справедливости ради, Gtech при всех своих минусах имели хоть какую-то поддержку, и они даже недавно получили новое обновление. Но в один момент ситуация понемногу начала меняться. На замену же старого поколения H60 пришла Ultimate, она же Master, если мы говорим про китайское название. Уже с новым решением, вроде как от самих ATK. Как минимум они так заявляют, а спорить я это не могу. Называется оно Lifeng или Blazing Wind. Кстати, все покупатели H60 могли бесплатно получить новую печатную плату, но в течение ограниченного времени. Акция работала как в Китае, так если вы покупали у официального продавца. С этого момента все клавиатуры имеют одно поколение. Очевидно, используют разные прошивки, какие-то обновляются чаще, какие-то реже, но технически они почти одинаковые, и уже как год они стабильно поддерживаются. И проблем у актуального поколения уже почти нет. Хотя у некоторых клавиатур они есть, как например у RS6. Она знаменита тем, что все комплектные кабели были очень плохого качества, вплоть до того, что клавиатуры с ним просто нормально не работали, и если вам по гарантии высылали новый кабель, он был точно такой же. Насчет за RS7V2. Сами ATK заявляют, что это теперь Blazing Wind Ultra. На самом деле все выглядит как просто крупное обновление. В остальном же изменений не было. Контроллер, по всей видимости, остался такой же. Это RISC-контроллер с частотой 480 МГц от компании HP Micro серии HPM53. Как минимум такой стоял в H60 Ultimate, а позже оригинальное название начали скрывать. Для примера, все новые клавиатуры от Keychron используют точно такой же. И вроде как новый Venom RGB тоже будет на HPM. Но тут я могу соврать. Сами же сенсоры у нас подключены к контроллеру через 14 мультиплексоров от компании FreePic TPW4051. То есть у нас используется 14 каналов ACP. И хоть в RS6 заявлена компоновка 1+12, на самом деле там тоже 1+14. Также в отличие от некоторых аналогов, у нас здесь достаточно много аппаратной фильтрации сигнала. По сути это уже классический сетап из контроллера 480 МГц, где у нас 32 тысячи сканрейта на одну клавишу и алгоритмом RT в 1 микрон. И на самом деле, если сравнить Extreme и Ultimate, то разница на первый взгляд незначительна.
Новое решение не является чем-то инновационным, но как минимум теперь ATK сами разрабатывают ПО. Насчет же производительности. В этот раз ATK обещают нам 0,35 миллисекунд полной задержки при нажатии клавиши. А про задержку печатной платы давайте просто забудем. Эти данные все равно уже, считай, бесполезны. Начнем с того, что смог получить я с помощью XLAT и соленоида. Для каждого теста выборка была в 100 нажатий, использовались последние возможные прошивки. Какие выводы можно сделать по этим данным? Обманывают ли ATK? По всей видимости, нет. Будет ли у вас такая же задержка всегда? Тоже нет. По сути, данный тест доказывает только одно. Если вы нажмете клавишу очень быстро, клавиатура и вправду обработает и подготовит данные с такой задержкой. Но вы должны учитывать, в силу специфики устройства магнитных клавиатур и текущего тренда с акцентом на точность, задержка зачастую будет зависеть от скорости нажатия. Поэтому, как бы тупо это ни звучало, медленные нажатия будут обрабатываться медленнее. Ну и для сравнения, давайте возьмем еще чужой тест. И в целом данные здесь схожи. Итоговый же результат действительно один из лучших. И по сравнению со старыми данными в лице RS6, разница значительная. Это, конечно, не значит, что у RS есть какое-то невероятное преимущество. Но если мы будем судить только по этим двум тестам, вам нужны низкие значения задержки, и тем более вы ищете 75% клавиатуру, то выбора у вас не так много. По поводу остального. SOCD здесь работает без каких-либо нареканий. Насчет мертвой зоны и точности, проблем тут тоже нет. Все на уровне нынешних стандартов. Пруфов не будет. Продолжим. Сама клавиатура на данный момент поставляется в двух версиях и 3 цветах. Обычная версия в белом и черном цвете, хотя обычной версии в черном как будто вообще не было в продаже. В моем случае обычная белая версия на PC-кейкапах. Идет она только на свечах Leviathan. Это очередная вариация Gateron Jet Gaming. Ультра же идет в 3 цветах. Но учитывайте, разные цвета имеют разное покрытие. В зависимости от цвета свечи на выбор. Blaze Blade — это новые свечи от Kailh, полностью из POM-материала. Обычно такая комбинация не дает лучший звук и ощущения, но они будут более стабильны. Snowblade — это либо Grain Gold, либо HMX свечи, точно сказать не могу. Более поздние партии также появились Crystal Blade от Union Well. Это самые дорогие. По поводу того, что выбрать. Можете взять и обычную версию, но придется смириться с парой вещей. Технически же они все одинаковые. Проблема же обычной версии в том, что если говорить чисто про вкусовщину, я не особый фанат PC-кейкапов. В особенности из-за их звукового профиля. Шрифт тут тоже не самый лучший. Но проблема на самом деле в другом. Это свечи. В целом они не то чтобы совсем плохие. Просто они уже не актуальны. Не особо стабильные. С завода смазаны очень плохо. Стем прямо с завода почти сухой. При этом нижняя часть корпуса вся в смазке. Да так сильно, что следы есть даже на плате. Стабы, кстати, тоже просто залиты смазкой. И хоть со стандартными настройками вы не встретите никаких проблем, но если же отключить в драйвере стабилизацию, то на низких значениях они будут. А также у них полностью синяя верхняя часть корпуса. Нет нормального диффузора, поэтому фактически у вас не будет RGB подсветки. Ибо любой цвет, который вы выставите, будет синий плюс что-то. Новая же партия в Китае как раз идет уже с новым измененным свечом. Сам звук свечей все еще достаточно средний, не особо выдающийся звук магнитных свечей, но они хотя бы не раздражают. По факту мы получаем клаки звук. Если хотите максимально сэкономить, можете взять и обычную. Но учитывайте, плейт алюминиевый и клавиатура сама по себе достаточно громкая. В случае с ультра-версией выбор достаточно прост. Нужны максимально стабильные, тогда Blaze Blade или Crystal Blade. Но если не любите клаки звук с высоким тоном, лучше отдать предпочтение Crystal Blade. Кстати, Union Well обещает точность в 1 микрон, что, конечно, звучит маловероятно. Ну и Snowblade, если хотите более мягкие свечи. Также к ультра-версии идет набор кейкапов, и в зависимости от того, где вы ее купили, вы еще могли получить карбоновый плейт и маленький набор свечей Crystal Blade. Но учитывайте, в старых партиях тоже стоит алюминиевый плейт, и вам придется менять его вручную, если, конечно, он у вас вообще будет. В случае, если вы купите клавиатуру из старой партии, не у официального продавца. К сожалению, клавиатура сама по себе разбирается не так просто. К тому же есть очень много жалоб на то,
что винты закручены слишком сильно. Китайцы жаловались на эту проблему еще в августе, поэтому если вам сильно не повезет, вы можете попасть в такую ситуацию. Ну или как в моем случае, можете получить криво собранную клавиатуру. Новая же партия идет уже сразу с карбоновым плейтом. Еще у клавиатуры есть возможность смены гаскета, или как они его называют Core Flex, на Top Mount. Сам гаскет здесь конкретно в сочетании с алюминиевым плейтом не обладает каким-то слишком большим флексом, но при этом он не супер жесткий, как в большинстве магнитных клавиатур. Кроме этого, комплектация у самой клавиатуры достаточно скромная. У нее даже нет пылезащитной крышки, а для $200 на официальном сайте, я бы сказал, крайне бедная. В любом случае, если вы ищете 75%, даже при всех классических косяках ATK, это все равно один из лучших вариантов, ибо 75% клавиатур до сих пор не так много. Конечно, ATK не создали что-то уникальное, и разница в 1 миллисекунду между некоторыми клавиатурами это очень мало, и речь не только про клавиатуру ATK. Вы, вероятно, даже не сможете заметить эту разницу, если перед вами не поставить две разные клавиатуры, но в определенных тестах она будет. К тому же, если у вас уже есть мышь от ATK, вы получите мини-экосистему. Конечно же, есть еще H75, но как по мне, она проигрывает во всем. К тому же ее не продают в Китае, поэтому и обновляют ее очень медленно. Главный же нюанс в цене. Клавиатура на самом деле стоит не так дорого в Китае. Но проблема в том, что низкая цена вызвана субсидиями, а это значит вам ее не видать. Говоря же про цену на официальном сайте, она уже не такая радужная. На Озоне же, в официальном магазине ATK, да есть и такой, цена уже намного лучше. Конечно, если знать из чего выбирать, то за эту цену можно найти пару конкурентов. Но у RS7 есть очевидные плюсы, как производительность, уникальный дизайн. Тот же обновленный хаб выглядит действительно неплохо. В конце концов вы получите официальную гарантию. Если же вы вдруг не можете купить ее на Озоне, вам остается только официальный сайт. Там она идет от 200 до $240. За эту цену вы по сути можете взять почти все что угодно, поэтому выбор за вами. Но если будете брать на официальном сайте, лучше дождаться акции. Они бывают там достаточно часто, и 20% скидки точно не будут лишними, плюс чей-нибудь реферальный код на 5%. Вообще в последнее время в ATK произошли перестановки. Собственно, сами ATK, Mad Lions и VGN разделились. Теперь это более индивидуальные компании. Их софт больше не совместим, и ATK по неведомой мне причине пытаются исправить свою репутацию, ну или делают вид. Они даже недавно создали паблик ВК. Это уже что-то значит. Он, правда, умер почти моментально. Ну и под конец, давайте про софт, ибо тут есть на что посмотреть. Заодно затронем некоторые вещи, о которых я не рассказал ранее. Собственно, ATK Hub не так давно обновился. Он все еще имеет очень плохой перевод, или отсутствие перевода вовсе, кривую верстку и некоторых функций нет вообще. Но мне все-таки кажется, это киллер фича. Самая бесполезная, но все-таки киллер фича. Работает она как в вебе, так и в приложении. Единственное ограничение – это размер файла – 5 мегабайт. Также есть и русский перевод, но там все совсем плохо. И еще недавно появилась функция смены профиля по запущенному приложению. Сам софт по себе напоминает вутинг. Мне кажется, выглядит очень приятно. Но давайте по списку. Настройки подсветки. Настройки подсветки клавиш, лого, боковая подсветка, яркость, разные режимы подсветки. Также присутствует калибровка точности цвета RGB. Настройка активации. Раздел игроков. Здесь есть пару пресетов от про игроков. С озвучкой. Выбор свечей, только официально поддерживаемые. Длину хода тоже выбрать нельзя. Превью нажатия свеча – это просто заглушка. АП по умолчанию выставляется на 0.1. Если включить Extreme Mode, то минимальное значение будет 0.05. Китайские тесты подсказывают, такой активации у нее не было как минимум на старте. Ожидайте примерно 0.1. Настройки мертвой зоны, RT, можно вписывать значения, но колесиком настраивать нельзя. Нет кнопки для указывания значения RT одновременно для нажатия и отпускания клавиши. Нет возможности отключить Continuous RT для всей клавиатуры, он включен постоянно.
Минимальное значение RT, которое можно выставить в софте в Extreme моде, это 1 микрон. Еще хочется выделить одну странность. Если выставить SOCD, то при смене профиля RT на клавишах, на которых включен SOCD, отключится. Чтобы это исправить, вам нужно поставить галочку для замещения активации. Это своего рода специфика прошивки ATK. Переназначение клавиш. Ну, оно здесь есть. Из плюсов можно настроить смену профиля клавиатуры по сочетанию клавиш. Расширенные настройки клавиш. Все достаточно стандартно. Присутствуют все базовые функции, но учитывайте, для DKS нельзя выставлять свои значения. Калибровка. Первая калибровка ручная, софт показывает текущее значение магнитного потока. После первичной калибровки автоматическая. Макросы. Ничего особо интересного, крайне базовые возможности. Настройки производительности. Режим для Mac, замена WASD на стрелки. Блокировка клавиши Windows. У клавиатуры есть NKRLO. Он включен по умолчанию. Можно переключить на 6KRLO, если вам нужно. Стабилизация. Достаточно уникальная фича в том плане, что вы можете ее отключить. В абсолютном большинстве вы такое не встретите. Она обычно либо есть, и она включена, либо ее нет. Что она делает? При включении этой функции контроллер будет применять дополнительную фильтрацию внизу клавиши. В случае с ATK, возможно, и сверху. Нужно это для обеспечения стабильности на низких значениях, в особенности, если у вас не очень стабильные свечи, или для достижения стабильности на очень низких значениях, так называемый искусственный интеллект. Скорее всего, это дополнительная фильтрация, но уже в целом, для общей стабильности. Без этих функций клавиатура ощущается быстрее, но очевидно более рваная. Включены они по умолчанию, поэтому решайте для себя, какой вариант вам нравится больше. Настройка частоты опроса и спящего режима. Они, кстати, появились только недавно. Конфигурация профилей, другие настройки. Отсюда можно перейти в инструментарий для обновления прошивки. Также можно открыть из настроек. Есть обновление сервера, локального файла. Есть возможность откатиться на старую прошивку. Сброс настроек и смена картинки клавиатуры на другой цвет. И отдельно выведена функция некоторых анимаций подсветки, которая есть только в приложении, ибо ее работа обрабатывается на вашем ПК. Ну и все.